Представьте себе, мой друг, что вы стоите на краю реальности, где деньги — это не просто бумажки, а иллюзия, которую можно слепить из теней человеческой жадности и отчаяния. Что, если я скажу вам, что в хаосе постсоветской России один человек, Сергей Мавроди, сварил зелье, которое опьянило миллионы людей, заставив их поверить в сказку о быстром богатстве? Это не просто история обмана. Это не сказка о потерянном рае, где красная пилюля раскрывает правду. Нет, это рецепт идеальной финансовой пирамиды. МММ. Рецепт, который работает веками, потому что он питается вашими желаниями, вашими страхами, вашим слепым доверием к тем, кто обещает легкий выход из нищеты. Готовы ли вы узнать ингредиенты этого опасного коктейля? Приготовьтесь, потому что как только вы попробуете разобраться, пути назад уже не будет. Первый ингредиент – хаос общества. Возьмите одну большую часть экономического апокалипсиса – Россию начала 90-х годов, где гиперинфляция пожирает сбережения людей быстрее, чем чужой своих жертв в одноименном фильме ужасов. Банки рушатся один за другим, пенсии и зарплаты обесцениваются за недели, а люди теряют все, что копили десятилетиями. Мавроди, родившийся в 1955 году в Москве, выросший в обычной семье, с детства обладавший феноменальной памятью и талантом к математике, увидел в этом хаосе не катастрофу, а идеальную питательную почву для своего плана. В мире, где государство стало миражом, а доверие к банкам и властям рухнуло после распада СССР, миллионы людей жаждали любого спасителя, любой надежды. Добавьте щепотку глубокого отчаяния, семьи, потерявшие все, интеллигенция, инженеры, пенсионеры, все готовы были поверить в любую иллюзию процветания. Без этого социального хаоса пирамида оставалась бы всего лишь карточным фокусом в маленьком масштабе. Но в такую бурю она превращается в яркий маяк, манящий потерянных. Страна должна была быть разграблена, она была поделена между своими. То есть я решил вмешаться в этот процесс и создать для этого МММ, аккумулировать средства. То есть на денежную приватизацию нужны были деньги. Если бы еще мне дали эту возможность, так бы все и произошло. То есть через месяц-другой участниками МММ стали бы все население России. И после того, как я бы скупил госсобственность страны, я бы ее поделил между участниками, вкладчиками МММ. Помните, как в фильме «Волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорд мастерски продавал пустые мечты? Мавроди сделал то же самое, но на стероидах посткоммунизма. Начиная со скромного кооператива в 1989 году, который торговал импортными компьютерами, и постепенно превратив его в акционерное общество в 1992. Я занимался звукозаписью и видеозаписью. Это и был мой бизнес. Потому что это вроде бы была такая незаконная деятельность, но она была безобидная с точки зрения властей. Особо за это не преследовали. Когда появились кооперативы, и естественно, совершенно для меня было, что я попытался заняться самостоятельно бизнесом. Но кооператив – это была единственная форма тогда этого бизнеса. Поэтому мной создан был кооператив. Второй ингредиент – харизма алхимика. Сергей Мавроди не простой аферист. Он настоящий гений математики с победами на школьных олимпиадах, феноменальной памятью, окончивший Московский институт электронного машиностроения по специальности прикладная математика, как хакер, способный взломать саму реальность финансовой системы. Возьмите одного человека с высоким IQ, перехитрившим систему еще в советские времена, когда его задерживали за продажу нелегальных видеокассет, и смешайте это с аурой загадочного пророка. Он не прятался в тени, как Чарльз Понци в старых схемах. Он вышел на свет, обещая рост цен на акции в 127 раз всего за полгода. Его глаза, спокойный голос, уверенные слова, они гипнотизировали миллионы. «Купи билет МММ, и завтра ты будешь богат», — говорил он в рекламе, заставляя людей чувствовать, что они понимают, что мир не такой, каким кажется. Мавроди точно знал психологию.
Люди следуют не за цифрами, а за тем, кто обещает свободу от вечной нищеты и унижения. То есть вы покупаете мой билет. Ну, сначала были акции, потом стали билеты. Это тоже отдельная история. Почему? Потому что там с Минфином начались проблемы. Билет, вы покупаете акцию или билет, и хоть в тот же день, вот как доллар, можете ее продавать. То есть пункты были на каждом шагу, они открывали, они были как валютные пункты. И ты в любой момент можешь идти. Это все было правда. Это не то, что там были, что пришел, а тебе никто ничего не заплатил. Иди и сдавай. 2 раза в неделю менялся курс, по вторникам и четвергам. Все, по этому курсу ты можешь сдавать. Курс рос темпами 100% в месяц. Вот за полгода было достигнуто 15 миллионов вкладчиков, там треть бюджета страны и так далее. Добавьте нотку мистики. Он позиционировал МММ как народную компанию, где каждый вкладчик якобы становится совладельцем, героем своей собственной истории успеха. Даже после первых проблем с законом он не отступал. Без этой личной харизмы рецепт просто провалился бы. Она тот самый клей, который скрепляет всю иллюзию, заставляя людей игнорировать очевидные риски. Третий ингредиент – маркетинговый яд. Смешайте огромную тонну телевизионной рекламы. Те знаменитые ролики с Леней Голубковым, обычным парнем из народа, который на деньги от МММ сначала купил жене сапоги, потом мебель, а потом квартиру. Это была не просто реклама, а настоящий вирус, распространявшийся быстрее любого мема в современном интернете. Это новые сапоги. А это Голубкова Рита. Как дела, Леня? Сапоги жене справил. Теперь будем на шубу какую. И это просто, Леня. АО МММ. Когда акции МММ поступили в свободную продажу, Мавроди полностью захватил телевизионный эфир. В эпоху, когда ТВ было единственным окном в большой мир для большинства россиян, он захватил внимание людей так же стремительно, как разгорается огонь по сухой траве, быстро и без сопротивления. Добавьте мощный страх упустить уникальный шанс, и люди толпами бежали в очередь за билетами, словно зомби в ходячих мертвецах, ведомые первобытным инстинктом. Он не просто продавал акции, он продавал мечту о легких деньгах, о жизни без очередей и дефицита. У всех по-разному уже. А вот так вот сейчас вот пришли мы сюда за колбасой на 90 рублей. Вот такой кусочек колбасы, там 22 рубля. Ну это вообще никуда невозможно же. Да как жить я буду? Не знаю, как еще буду я жить. Не могу даже, как сказать. Ну что, я пенсионер, что я получаю? Зарплату увеличили на мизер, а цены увеличили очень-очень сильно. Вот, так что я не знаю. Я раз схожу, колбасы куплю килограмм. Больше ничего. Хочется верить Ельцину, что это 6-8 месяцев. Что будете делать, как будете жить вы? Ну, где-то себя придется ограничить. А вот по телевизору некоторые вот такие вот старушки говорят, лишь бы дорого, но было. Вот, пожалуйста, дорого, но она не возьмет. Что будете делать вы? Классический вопрос, Ленин задавал еще его. Я? Лично вы. Существовать. Мавроди первый в постсоветской России осознал силу медиапространства и полностью захватил его, привлекая за считанные месяцы от 10 до 15 миллионов вкладчиков и аккумулируя суммы, сравнимые с третью бюджета всей страны. Пиком медийной экспансии стало новогоднее обращение с телеэкрана на телеканале НТВ. Акт символического захвата пространства, ранее принадлежавшего власти, когда сам Мавроди в эфире поздравил страну с наступающим Новым годом. Без этого маркетингового яда пирамида оставалась бы локальным экспериментом в гараже. С ним она разрослась экспоненциально, как раковая опухоль. Нас знают все. Здравствуйте. Я Сергей Мавроди, президент объединения МММ, которое знают все. Сегодня я хотел бы обратиться ко всем телезрителям с новогодним поздравлением. Прошедший год был трудным для всех, а для многих особенно тяжелым. Поэтому для меня лично самое важное дело уходящего года – это учреждение нами Русской миграционной службы МММ-миграция. Как говорил Джон Кеннеди, спроси не о том, что Родина может сделать для тебя, спроси о том, что ты можешь сделать для Родины. Хочется верить, что в этом году мы смогли что-то сделать. Пусть удача и счастье улыбнутся всем нам. С Новым годом! Четвертый ингредиент
психологический наркотик. Возьмите вечную человеческую жадность. Ту самую, что заставляет нас сегодня кликать на быстрые схемы обогащения в ТикТок или Телеграм-каналах. Смешайте ее с классическим эффектом снежного кома. Первые вкладчики действительно получали выплаты, но только за счет денег от новых участников, создавая мощную иллюзию реального успеха и надежности. Мавроди мастерски дирижировал этой симфонией обмана как опытный дирижер. Добавьте социальные доказательства, когда друзья, соседи, коллеги начинают хвастаться прибылью. «Я удвоил деньги за месяц». Вы невольно втягиваетесь, как участники игры в кальмара, где проигрыш означает полное банкротство. Что, если я скажу вам, что от 10 до 15 миллионов россиян купились на это, и это несмотря на то, что в опросах в ЦИОМ 3/4 людей называли Мавроди аферистом и жуликом. Это не случайность. Это тщательно выверенный рецепт, где жадность становится топливом, а психологическое отрицание очевидного – мощным катализатором. Без этого ингредиента пирамида рухнула бы на самом старте, не успев набрать обороты. Пятый ингредиент – юридическая дымовая завеса. Мавроди никогда не нарушал законы напрямую. Он искусно танцевал между ними, как герой боевика, уклоняющийся от пуль замедленной съемки. МММ регистрировалось как обычное акционерное общество, а билеты позиционировались не как ценные бумаги, а как умный способ обойти все ограничения на эмиссию. Добавьте коррупцию и неразбериху той эпохи. Власти долго медлили с реакцией, ослепленные общим хаосом переходного периода. Когда 4 августа 1994 года Мавроди арестовали, якобы за закрытие налогов от другой своей фирмы, Invest Consulting, он, находясь в тюрьме, быстро собрал подписи и баллотировался в Госдуму. 30 октября он стал депутатом и сразу получил неприкосновенность, отказавшись при этом от всех депутатских привилегий, зарплаты, дачи и машины. Кто меня мог поставить под контроль? Я сам там всех собирался ставить под контроль. Что значит меня еще поставить под контроль? Тогда купить было невозможно, были действительно тогда выборы. Это сейчас там, я не знаю, что, пародия. А тогда были реальные выборы. То есть, конечно, там были какие-то, может, злоупотребления, но они были реальные выборы. Могу сказать, что когда я пришел в Думу, ко мне практически вся Дума прибежала менять билет. Там же было анонимно, понимаете, в чем была прелесть? Как доллар, там, это самое, кто там играет, кто не играл, неизвестно. Вероятно, играли все, потому что глупо было не играть. Даже после лишения мандата в 95-м и официального банкротства МММ в 97-м, он скрывался 8 лет в Москве, создавая новые схемы вроде виртуальной биржи Stock Generation. Это ингредиент, который покупает драгоценное время для роста. Без него рецепт сгорел бы в суде на ранней стадии, как это в итоге случилось в 2003 и 2007 годах, когда его все-таки осудили за мошенничество. Шестой ингредиент – масштаб и скорость. Начните с малого, скромного кооператива в 1989 году, торговавшего оргтехникой. Но быстро раздуйте до 1000 офисов и пунктов по всей стране к 1994-му. Мавроди точно знал математику пирамид, она живет ровно до тех пор, пока приток новых участников превышает выплаты старым. Добавьте бешеный экспоненциальный рост, 15 миллионов вкладчиков всего за полгода. Цены на акции и билеты взлетели в 127 раз, и вы получаете вирус, распространяющийся быстрее любой пандемии. Но помните, у любого такого рецепта есть жесткий срок годности. Как только новые жертвы перестают приходить в нужном количестве, вся конструкция рушится, словно карточный домик. Теперь медленно смешайте все эти ингредиенты в огромном котле человеческой слабости и подогрейте на медленном огне неугасающей надежды на лучшее и подавайте горячим, пока иллюзия еще свежа. МММ сработала с оглушительным успехом, потому что Мавроди не просто обманывал людей. Он показывал им зеркало их собственной реальности, их жаждой чуда в мире без чудес.
Система всегда питается твоей энергией, а пирамида – твоими мечтами и жадностью. Но что если я скажу вам, что это далеко не конец истории? Такие рецепты возрождаются снова и снова в MMM 2011, в глобальный MMM Global, охвативший 107 стран, даже в собственной криптовалюте Мавра, запущенной в 2017 году. Выберете ли вы, наконец, красную пилюлю горькой правды или предпочтете остаться в сладкой иллюзии легких денег? Решение, как всегда, за вами, но вы-то знаете, что выбор уже сделан. Горе не беда, горе не беда. Пусть мечты уходят навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. И вот, мой друг, мы дошли до финала этого рецепта. Рецепта, который Мавроди варил мастерски, но который всегда заканчивается одним – горьким привкусом разочарования для тех, кто слепо поверил в чудо. Но давайте на чистоту. Каждый сам выбирал, покупать билет или нет. Один вышел миллионером, другой с пустыми руками и историей, как он чуть не стал богатым. Если этот разбор открыл вам глаза хотя бы на миллиметр шире, ставьте лайк и делитесь этим видео. А в комментариях обязательно напишите, про кого еще из великих комбинаторов финансового мира вы хотите услышать такой же разбор. Пишите имена, голосуйте за чужие идеи. Самое популярное станет в следующем видео. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие истории о великих иллюзиях, обманах и уроках, которым учит нас реальность. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Спасибо, что были со мной до конца. До встречи в следующем видео. С вами был Комбинатор.